Йоу, чё, как, народ? Вы знали, и я вам не раз говорил, как сильно я люблю Губку Боба. Это реально мой любимый мультик, и я могу о нем говорить бесконечно-вечно, будто я узрел весь мир. Итак, это рубрика знакомств, поэтому давайте я вам расскажу, а вы просто найдете сходство с моей историей и получите небольшой разряд в сердце. Что ж, как я и говорил, у меня не было Никелодеона, я смотрел Губку Боба после школы по ТНТ и любил абсолютно каждую серию. Этот мультсериал окунал меня в атмосферу веселья и непринужденности. Я был готов забыть обо всех проблемах в школе на эти 20 минут просмотра, смотря на гениальные гэги и своеобразный мир Губки, сидя в их коробке воображения и фантазий. На данный момент я пересмотрел все сериалы Никелодеона, что когда-либо смотрел, и понимаю, что у меня получается смотреть только Губку. Почему? И я не знаю. Эй, Арнольд, Котопёс, уж эти детки, как говорит Джинджер, все это я не могу посмотреть сейчас, даже поставив на фон. Губку же я могу поставить в любой удобный случай, когда рисую, когда сплю, когда ем, когда катаюсь на лошадке. Я, кстати, никогда не катался на лошадке. Я был огромным фанатом Губки Боба. У меня очень много рисунков было с ним. Ну, прям очень. На уроках меня могли попросить нарисовать его. Я даже сидел в группах ВКонтакте о Губке Бобе и участвовал в конкурсах. Я точно помню, что это первый момент в моей жизни, когда я познакомился с главной прелестью интернета. То, что из любой точки мира ты можешь найти друга по абсолютно странному интересу. Это единственное, что я мог тогда смотреть мультики по телевизору и чатиться в ВК. У меня даже игр особо не было на компьютере. Грустно, да? Как же хорошо, что есть клевый папк. Блин, Блинский, ну откуда же ты узнал? Я знаю все. Прям все? Да. Когда добавят нового персонажа? 13 июня. Ты идешь со мной. Папка — это игра в жанре королевской битвы, в которой уже добавили стили Ганкрафт, где игроки могут настраивать цвета, узоры и создавать собственные эмблемы на оружие. Материалы для крафта оружия можно получить с помощью Lucky Spin. Некоторые материалы можно купить напрямую. Также с 1 июня добавили приключения в джунглях, где вас ждут 3 новые миссии: Тотем, Пещера джунглей и Воздушный шар. А самое крутое — это озвучка Рика и Морти от Сундука. Теперь можно использовать голоса Рика и Морти, чтобы позвать своих тиммейтов. Морти уже доступен, а вот Рик выйдет 19 июня. А 13 июня появится новый персонаж Энди, так что ждем. Не, братан, нормально сказал. Скачать папку можно по ссылке в описании. Я нашел одного такого в этой группе, и черт возьми, мы могли болтать о Губке целыми днями. В этот момент я впервые познакомился с таким понятием, как отсутствие сна из-за интересного диалога с другом. Мы были самыми активными в этой группе и всегда устраивали всякие интерактивы, опросы, тесты, рисунки. Но в какой-то момент нам надоело в ней сидеть, ведь там не было действительно достойных фанатов Губки Боба. Поэтому мы решили заспамить всю стену группы рисунками какашек. Нас забанили? И самое ужасное в этой истории то, что мне потом написал админ что-то вроде: мы хотели вас сделать главным администратором, но после случившегося мы должны вас забанить. С днем цемента! Черт, было так обидно, а ведь я очень хотел. Я действительно обожал Губку Боба. И это еще малая часть моей помешанности на Губке. Я обожал игры по Губке Бобу. У меня был только компьютер, поэтому я смог поиграть только в квест-игры. И отличительная черта этих квест-игр была в том, что Спанч Боб там бегал вот так. Угадайте, как бегал я? Да? Как он это сделал? Не помню, когда мой знакомый дал мне в обмен на другой диск 7 серий Губки Боба. И я засматривал эти 7 серий целыми днями напролет, потому что я понимал: вау, это серии, которые я могу смотреть всегда. Я могу ничего не ждать, вау. Вау! Ну а потом уже мой близкий друг дал мне сборник из 7 сезонов. Чтобы вы понимали, 7 сезонов поместить на один диск тогда это было очень проблематично, поэтому все серии выглядели вот так. Здесь под полом. О, пожалуйста, пусть это прекратится. Я больше Согласен. не могу слышать скрип этих... И вы правда думаете, что это меня останавливало? Нет, да я смотрел их месяцами, а потом я вообще переехал и не отдал ему этот диск, потому что ты не ценишь то сокровище, которое имеешь. Также вы знаете, что я собирал комиксы в ларьках по Губке, а мои стены в комнате были извешены плакатами и рисунками, а стена ВК тестами «Кто ты из Губки Боба?». На самом деле я сейчас в небольшом шоке, потому что я не нашел ни одной картинки. Их больше нет. Их не существует! А как же «Кто ты из Бакуган?» «Кто ты из Наруто?» Этого больше нет. Просто нет. Ладно, я вроде нашел. И что, мне теперь вырезай все это? Я не буду. Мне выпал никто. Я отправил этот кринж 3 своим друзьям, чтобы узнать результат, и я никто. Я просто никто. Ура! Ты никто! Поздравляю. Причем раньше можно было пройти его повторно, но сейчас нет. То есть это все, я никто! Навсегда.
Честное слово, в детстве я бы заплакал. Но давайте представим для ролика, что мне выпал Спанч Боб, да? Поздравляем, вы Губка Боб! Правда? Я так и думал. Но теперь это подтвердил тест, поэтому это правда. Напоследок хотел бы назвать свои любимые серии. Я не могу сказать, какая из них мне нравится больше, поэтому скажу в рандоме. Серия Клуб Спанч Боба. Спанч Боб и Патрик создают собственный клуб на дереве. Эй, вы офигели? Я тоже хочу, блин. Куда мы летим? Мы в джунглях. Нормально, надо выживать. Ракушка скажет. Хлопцы, что вы пристали? Да не делайте вы ничего и все. Ну что вы... Окей. Вы будете ее слушать? Да. Идиоты, у вас не получится. Смотри, еда! И костер. Слушайте, а неплохая ракушка, так-то нормально? Так как я в вашем клубе, то я могу тоже поесть с вами, да? Нет. Ну, сорян, братик. Я пришел спасти вас. Наконец-то. С помощью этой ракушки. Ну, а самая смешная серия Спанч Боба — это маляры. Я даже не могу ее описать, она просто самая смешная. Посмотрите. Патрик! Я Спанч Боб. Больше пузырь уже не станет! Чепуха. Самая ламповая серия — это серия Снежный ком. Просто потому, что в ней есть снег. Это очень редкие серии Спанч Боба. Всего таких было серии 3, наверное. Поэтому я ставлю лайк. Также одной из любимых является серия про поход. Да и про коробку тоже классная. И про тюрьму. Я не знаю, я не могу выбрать, окей? Просто посмотрите. Многие из вас, скорее всего, и не смотрели первые 3 золотых сезона, поэтому настоятельно советую. Найдите время на карантинчике и с чайком в кроватке посмотрите или пересмотрите их. Давайте устроим марафон. Можете в сторизах в инсте отправлять мне, как вы смотрите губку. Это звучит как реклама, поэтому... заплатите мне. Я всегда там репощу ваши рисунки или видео, так что давайте помянем создателей и посмотрим сезоны, в которые он действительно вложил душу. Вот и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал. А еще ставьте лайки. Можно еще подписаться. А, и лайк, да. И лайк. Пока. Оу, yeah! Чего? Арррр. Сейчас же готовится новый мультсериал про Губку Боба в детстве, где он почему-то знаком со всеми друзьями, с которыми познакомился в оригинальном мультсериале. И это будет спин-офф, против которых был сам создатель. Добро пожаловать в новый Nickelodeon.